Друзья, приветствую вас на канале Backspace, на котором мы пытаемся объяснить происходящее в окружающем нас мире и как-то объяснить реальность. Делаем мы это потому, что не видим ничего более важного для нас и для всего человечества, чем данное занятие. Сегодняшний вопрос, который я хотел бы поднять, это парадокс, который присутствует в самой основе современной науки. С самых древних времен человечество, наблюдая окружающий мир, испытывало огромную потребность объяснить, как он устроен. Отсюда и появилась наука, то есть люди пытались понять как можно больше об окружающем мире. В настоящий момент наука стала охватывать исключительно материальную сферу, а сфера духовная и сфера изучения сознания по большей части отдана на откуп религии и куче эзотерических учений, а также философии, которая в настоящее время мало популярна. Хочется сказать о роли, которую в настоящий момент играет наука в нашем современном мире. Дело в том, что наука является системой убеждений, которые принимают наиболее образованные люди из нашего общества. То есть наука представляет собой некую концентрацию здравого смысла. Но, как мне кажется, в самом научном подходе и в том, на чем базируется наука, есть очень серьезный пробел или как минимум недоказуемое утверждение. Одна из аксиом, на которой базируется наука, говорит нам о том, что материя не имеет сознания. И это утверждение оказывает огромное влияние на все наше современное общество и на мировоззрение окружающих нас людей. Фактически это утверждение в конечном счете выливается в общество потребления, которое мы сейчас наблюдаем, в материализм, присущий нашему времени, и в пьющую бездуховность. Однако этот постулат, аксиома о том, что материя не имеет сознания, является, на мой взгляд, недоказуемым. Я попытаюсь объяснить почему. Основной постулат научного подхода звучит следующим образом. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических, наблюдаемых и измеряемых данных об объекте. Однако вот здесь становится не совсем понятно, какие измеряемые показатели подвели ученых к тому, чтобы сделать вывод об отсутствии у материи сознания. Дело в том, что сам ученый, то есть сам субъект науки, тот, кто наблюдает, обладает рядом очень существенных и серьезных ограничений. Первое ограничение наблюдателя связано с тем, что у него всего 5 чувств, и все эти 5 чувств имеют ограниченный диапазон восприятия. Ученым давно известно, что наши глаза и уши являются неким приемником волн различных частотных колебаний. И диапазон воспринимаемых нашими глазами и ушами колебаний, он достаточно узкий. Мы видим ограниченное количество световых лучей, например, мы не можем видеть ультрафиолетовое излучение или инфракрасное, хотя они также существуют в природе. Таким образом, можно заключить, что за пределами нашего восприятия волн существует безграничная вселенная волн различной частоты, выше или ниже нашего восприятия, которые мы просто не в состоянии принять, распознать и декодировать. Второе ограничение наблюдателя заключается в том, что мы с вами живем в четырехмерном пространстве, то есть у нас 3 измерения пространства и 1 измерение времени. Квантовая теория, то есть сама наука, которая признается большинством ученых, утверждает, что в мире есть больше, чем 4 измерения. Теория струн говорит о том, что измерений 10. Это значит, что существует целых 6 измерений, которые мы с вами не в состоянии воспринять и о которых мы с вами не в состоянии сказать ничего доказуемого. Уверенность ученых, которые утверждают, что за пределами воспринимаемого нами мира нет сознания, похоже на утверждение двухмерного плоского, нарисованного на листе А4 человечка, который пытается сделать выводы о трехмерном пространстве, о том, как оно устроено и о том, есть ли там жизнь. Мы не знаем ничего об этих измерениях, мы не знаем, как они вплетены в наши измерения. Мы просто не в состоянии этого объяснить. Поэтому утверждать, что материя не имеет сознания и базировать на этом целую науку, на мой взгляд, крайне неправильно и очень сильно ограничивает нас как общество. Мне кажется, что наука должна пересмотреть эту аксиому и вместо нее принять следующую, очень важную и ставящую все на свои места. Ученый-наблюдатель сильно ограничен в уровне своего восприятия собственным разумом, 5 органами чувств и четырехмерной реальностью, в которой он живет. И таким образом не может делать выводы о том, что происходит за пределами наблюдаемой им реальности. То
есть можно сколько угодно строить теории, пытаться это объяснить, придумывать целые сказки, но с уверенностью сказать, что же там происходит, мы не можем. И, как мне кажется, наука должна в этом честно признаться. Если я не ошибаюсь, то получается, что наука является своего рода религией, которая базируется на верованиях людей в то, чего доказать они не могут. И это может привести к серьезным ограничениям научного сообщества. Друзья, возможно, я заблуждаюсь. Возможно, у вас есть доказательства того, что материя не обладает сознанием. Возможно, это научно доказано. Проверяйте. Ищите информацию в интернете. Если вы найдете какие-либо понятные вам доказательства на эту тему, присылайте и говорите о них. Если же вы считаете, что мы правы, и что у науки действительно имеется такой парадокс, то, пожалуйста, помогите нам распространить это видео, либо просто задавайте напрямую вопрос. Давайте припрем, что называется, ученых к стенке и потребуем у них дать ответ, почему дело обстоит именно так. Утверждение о том, что у материи нет сознания, в настоящий момент привело нас в то общество потребления, которое мы имеем. И в результате в наших новостях мы наблюдаем информацию о бесконечных войнах, преступности, беспорядках, несправедливости. Если бы ученые заявили во всеуслышание о том, что они не могут утверждать, что материя не обладает сознанием, это бы в корне изменило мир, потому что фактически тем самым ученые бы сказали, что они не могут однозначно заключить, есть ли Бог, пропитано ли все окружающее нас сознанием. И подобное изменение в верованиях может оказать существенное влияние на большое количество образованных людей. Я считаю, что, базируясь на таких голословных утверждениях, наука совершает огромное преступление перед обществом, в результате которого каждый духовный человек может быть осмеян и выставлен научным сообществом дураком. Пишите комментарии, ставьте лайки, вступайте с нами в дискуссию, высказывайте свое мнение, мы обязательно будем отвечать на все комментарии, которые покажутся нам интересными. В общем, мы призываем вас к дискуссии и к сотрудничеству. Друзья, это был канал Backspace, на котором мы пытаемся понять и объяснить окружающую реальность и поднимаем большие вопросы, которые кажутся нам очень значимыми. До следующих выпусков, до свидания.